the stream. We'd also Одна like из to thank последних. and ViewSonic for sponsoring this event. Before we hand over, we've got two donations to read out. The first one is a $25 donation from Fireman, who says, John Madden, football, AEIOU, let's go text-to-speech, here comes another earthquake. That one's going to the text-to-speech communication incentive. And we also have a $25 donation from Critical Android, who says, Hey Tinnue, thanks for bringing your vampire killing skills to the marathon. Maybe next time you can play an even better Castlevania game, the one and only Castlevania Judgment. No, but seriously, thanks for all you do and to Фу, не-не-не, какой, не вспоминайте Judgment. Что происходит? Такой игры нет. Не слушайте никого. Alright, thank you, Hertz. So yeah, hi everybody, I'm Tin. I'm gonna be running Super Castlevania 4 today. I can assure you, it's indeed a super game. Ну, это игра на Super Nintendo Entertainment System. Тоже одна из первых игр на эту консоль. Мировой рекорд 32 минуты с чем-то. В секундах не скажу. Да, GC как раз держит мировой рекорд в этой игре. Но в этой игре есть и рандом, и это очень серьезная игра в плане исполнения, как я уже сказал недавно. И много что может пойти не так. Так, мировой рекорд 31 минута 18 секунд. Да. Собственно, у нас есть в этой игре удар кнутом во все стороны, если быть точнее, 8 направлений. Можно бить вниз в прыжке, можно бить также вверх в прыжке. Не получила первый damage boost Tinnue от скелета, немножко нервничает, но это норма. Она получает 2 грейда на кнут здесь, в этом уровне, и она будет чуть позже, через несколько экранов. Я скажу точно, на каком экране. Да, вот на этом экране она получает крест, который будет использоваться весь ран, до конца рана. И прямо сейчас начинается сетапинг триплшота. Это такая римская циферка, которая возле вашего сабвепона. Вот где время. Можете видеть. Это значит, что вы можете иметь на экране одновременно 2 или 3 сабвепона, если вы набираете 3 мультиплеер, триплшот. И в идеале у нас будет триплшот как раз перед боссом этого уровня. Вот. Уже есть триплшот, хорошо. Для того, чтобы получить дабл и триплшот, вам нужно убивать врагов, либо разбивать свечи с помощью вашего сабвепона. Ну и иногда эти дабл и триплшоты бывают во всяких небольших секретках. Ну, очевидно, это не то, на что мы надеемся в ране. Да, в этом ране будет использоваться очень много дэмэдж-бустов, все хп, абсолютно все, которое можно использовать для дэмэдж-бустов, для сейвов, там, фреймов некоторых, оно будет использоваться. Первый босс убивается очень быстро. Tinnue немножко не смогла сделать правильный цикл, но это нормально. Потеряла что-то в районе 2 секунд. Ну, в принципе, довольно-таки хорошо пройденный первый уровень. Начинается второй уровень.
Опять-таки, игнорятся в основном все противники, которых можно игнорить. Получаются некоторые дэмэдж-бусты. В целом ран очень даже такой однообразный. Но уровни отличаются друг от друга. И, собственно, есть некоторые особенности в каждом левеле. Каких-то больших гличей в этом ране нет, но есть некоторые небольшие, которые позволяют вам скипать некоторые сегменты комнат. Как я уже сказал, крест будет использоваться весь ран. Это значит, что менять мы его в принципе не будем, потому что это самый сильный сабвепон в Супер Castlevania 4. Enjoying a PB&J sandwich on the couch while watching one of my favorite speedrunners, Tinnue, play Castlevania. No better way to spend a Sunday afternoon. And of course, that one is going to the PB&J sandwich race that we have. And also, Puexil, $20, says, good luck, Tinnue. Игнорируется даггер, как я уже сказал. Никакой другой сабвепон нам не интересен. И сейчас будет Медуза. Медуза — это что-то типа мид-босса. Now we're moving into the river stage, which is essentially a bunch of boosts moving downstream. If there's any more donations, we have some time for them. Да, вот просто идет вперед, потому что, получает урон от этих горгулей. Это нормально. Our text-to-speech incentive is almost halfway there at $235.99 out of the 500 needed, and the PB&J sandwich race is now at 100. Вот эти все паттерны горгулей, они консистент, они всегда работают так, абсолютно всегда. То есть вы в любом ране вы можете надеяться на эти дэмэдж-бусты. We're moving now into stage 3. Now, stage 3 is very much about health management. There's a lot that can be changing in this stage. Вот, и теперь третий уровень. То есть третий уровень начинается не сразу после босса, а вот после этих двух... После этого сегмента с водопадом. Вот у этих големов, грязевых големов, есть одна фишка. Вы хотите разбить их, когда вы находитесь ровно над ними. Для того, чтобы была возможность их перепрыгнуть и не получить урон в местах, где это возможно сделать. Вот небольшой дэмэдж-буст от этой вот споры. И сейчас будет глич в этой комнате, по-моему. Yeah, I gotta go for the safe backup. Yeah, absolutely. So there is помощью... Да, вот, вы можете вот так вот прыгнуть. Я на самом деле не особо понимаю, как это работает, но это довольно-таки консистент глич. Вы можете оказаться сверху этого кольца и, собственно, еще раз прыгнуть после этого. Which is essentially 3-gate, as Tinnue is going to set up for the eyeball boost. Вот сейчас будет вот этот буст от этого глаза, да, но теперь нужно немножко аккуратно от начала этой комнаты стартануть. Из-за того, что не было хп, но мы потом подняли после дракона мясо. И отхилились немножко.
lizard creature that is there to stop Simon's approach to the castle. But with some properly timed crosses, yet again, using a actual visual cue, we're going to see some fantastic damage using the overlap aspect of the crosses. A nice another ring glitch there. Еще один ring glitch, вот такой вот. To be able to know when to let go, so you can land on another part of the map that would be a little bit more time-consuming to access, and also despawning a dragon. There's also something that we're going to talk about later called sprite overload. Doesn't take into account right now too much. И сейчас будет босс. Very, very important later on in the game. Гидра. Let's see the Orphic Vipers. The water begins to rise. Visual cue goes off, and let's see how it goes. Ну, точнее, это не гидра, это какие-то два змея. Немножко запорола цикл Tinnue, но это нормально. Все хорошо. Главное, что она закончила уровень. Moving into stage 4. This is where Puexel is. Now, stage 4 начинается четвертый уровень. A little bit of mode 7, and where sprite overload is going to start to lag the game down heavily. You're going to notice this in the rotating tunnel later on in this stage. We're going to do our best to minimize the amount of sprites that are on screen, including death sprites, as well as whip sprites and cross sprites, things like that. You're going to notice that the game slows down sometimes, but we're going to do our best to avoid killing things instead. But here we're going to be facing Puexel, and then after Puexel, there is a very dangerous room where there's Medusa heads that are going to be flying at you. We're going to do our best to avoid them, jumping them, killing them, maybe. We're going to find out, as Tinnue uses a very secret strategy to approach these Medusa heads after timing some jumps, throwing some crosses, and taking care of Puexel. Sorry to the one who donated. Череп с блинами. Вот так я его называю. Yeah, they actually had a lot of fun with some names for the bosses. Ну, вот эти вот камни, они выглядят буквально как какие-то блины. Оладушки, я не знаю. Простой босс. Это комната, которая переворачивается. Она циклирована. То есть вы всегда двигаетесь в одну сторону. И у вас есть здесь сейф-позиция, как вы можете видеть. В этой позиции головы медуз вас никогда не достанут. Fantastic. Please do, everybody. This is a fantastic cause. I cannot express that enough. So please, if you have it in you, send those donations forward, and please grab something. Also, some of the merch that they have. It's really awesome. I picked myself up a pair of pants myself. So if getting back to the game very quickly, as you noticed, that secret strategy was stand still and crouch. Опять-таки нужно подождать спавн вот этой платформы. Да. Мне страшно стало. Там немножко трансляция, главное, упала, не переживайте. Тем временем вы, скорее всего, пропустите zip небольшой. Но это норма. Like you can zip into the wall, but it's a late pixel, so you would kind of like get part of the zip, but then zip out at some point, so it's not gonna work. It's by that bad, your iframes would save you as you were being crushed, and you would. Окей, все, мы вернулись. Unfortunately, this requires a very specific setup and also. Ну, вовремя к боссу, хотя бы. And you risk losing the run. Или
Yeah, for some А ты не pixels it хочешь still обновить looks страницу? okay. There's also a pixel where you can get into the wall. Like you can zip into the wall, but it's a late pixel, so you would kind of like get part of the zip, but then zip out at some point, so it's not gonna work. It's not really worth. If you don't feel that trick, don't go for it. It's one of those things where you know when you have it or you don't. Да, вот сейчас босс каменный голем. 1,000 times. Now we have Coronat, the ton of rock here to stop you at the end of 4, as we make short work of Coronat with some good whips, some good crosses, and see if we can get maybe an early orb if the platforms will allow. Ooh, just barely. It's very, very close. I think the game robbed you on that one. Yeah, for the zip is one of the bigger things we have in this game. I really want. Да, на лестницах можно двигаться спиной, если вы зажимаете кнопку... Я не помню, какую на самом деле, но да, там можно двигаться лунной походкой. Я знаю, что в Rondo of Blood это работает после того, как вы бьете кнутом и не отпускаете кнопку удара кнута, вы можете двигаться лунной походкой. One way or another, but when you Но в этой игре я без понятия. There's no way to really recover it once you start getting into the higher brackets of speedrunning this game. So stage 5 is the intermediary stage, as we are now finally at the base of Dracula's castle. All of this was just kind of the outskirts of the building, as Tinnue is going to be using обычный movement, получается damage бусты для того, чтобы засейвить некоторое время. And location, and sometimes the flea men that they drop are a little bit of a problem depending on if they're high. Некоторые сейв-циклы используются. Сделал небольшую ошибку Tinnue, но это нормально. Эта игра слишком сложная, чтобы все шло идеально. Если вы не JC, конечно же. So no further donations at the moment, but I do want to let you know about some of the prizes that we have to give out for your donations. Probably our biggest one, our grand prize at the moment, is a Sony PlayStation 5 with Ratchet & Clank Rift Apart. И скоро у нас будет одна очень прикольная комната с большими канделябрами. So you don't have to give $50 in one go. You could do it in 10 lots of $5 or 5 lots of $10. Your multiple smaller donations will still qualify you for the prize over the course of the whole marathon. So please do consider donating. Maybe вот эти, да, канделябры. Thank you very much. Now here are the chandeliers. Just 1 second. And Вообще это все можно дело пройти в один цикл, но это делают только самые отчаянные безумцы, никнейм которого я уже назвал недавно. Это реально очень сложная комната для прохождения. It's a very, very tiny window, and if you miss it, unfortunately, you're at the very beginning of the stage yet again. And also the one cycle, which is extremely tight, requiring very, very tight ring swings and even a little bit of floor clipping in order to be able to get it. It's very much a strat that only the upper echelon of runners do. Of which, by the way, the current world record for this game is 31:18 now. Very recently been updated in the past couple of weeks. So this game is very much still on fire and has much room to grow. So for anyone thinking of picking up a speedrunning game, you may want to take a look at this one. I promise you, it's fun. Now, moving through 6-2, this is a little bit of a break after the ectoplasms that we have seen, which require proper cross-timing and a little bit of belief in your whips and timing, as if you don't follow through, the hesitation can kind of ruin you, and you can pick up a wrong sub-weapon very easily, or simply get knocked into a damage. Так, извиняюсь, у меня тут технические неполадочки были. Ну, продолжается мувмент, новые противники появляются, духи, броня, зачарованная броня. Гробы в том числе, скелеты с кнутами и так далее, и так далее.
for throwing crosses and making sure that you time all your jumps so that you don't. Да, в этой игре вы можете хвататься за лестницу в воздухе. Это отличает ее от большинства классических Castlevania. В Round of Blood вы тоже можете хвататься за лестницу в воздухе. То есть не начинать снизу. Вот здесь вот такая комната с, по-моему, здесь два момента вот с такими гробами, которые танцуют. Нет, это позже. И босс, призрачные танцоры, очень быстро проходятся, потому что крест это имба в этой игре. Нереально сильный сабвепон. The zip was essentially the biggest time find for a good portion of time where we were able to save almost, if I'm not mistaken, it was about 10 seconds worth of time for that level. Now, recently, due to some research, mostly by, if I'm not mistaken, Richter Shade and JC at the time, and a couple of other fantastic runners, I can't name the whole list, there's a lot of us, the community's fantastic. Опять-таки, обычный мувмент с использованием крестов для того, чтобы быстро убивать противников на ходу, при этом не теряя время, двигаясь. Now, as Simon makes the way through the library, falling through the steps, we're going to see if we get the low axe. Да, только что был прыжок, который немножко сложен. Which unfortunately is окей, этот прыжок, у него немного фреймов, я вам сразу скажу, там у вас для действия есть, не знаю, фреймов 4-5 в лучшем случае. А теперь нужно будет взять по новой взять крест, прокачать кнут по новой, но это нормально. Это небольшой таймлосс в районе минуты. This is one of the very few moments that you will hopefully see any of the other sub-weapons, but we are very familiar with any backup strats that are necessary. As you can see, Tinnue making short work of the enemies, even with the cross in hand, trying to build up as much combo as possible to be able to deal damage. Она решила собрать даблшот для топора. Ну, это какая-то бэкап-стратка. We're going to go for the rosary here. The rosary, we'd seen it before, which is a flash on the screen. It is a item that you can collect from the candles that is not technically a sub-weapon. It counts for if you can actually use it in a whip-only run. It wipes all enemies off of the board that, off of the screen that you can see. So that's very useful because you'll see later on, specifically in stage 8, that you can sometimes abuse that depending on where exactly you collect the rosary. So that you can kind of clear out some enemies that are just on the edge of the screen. Вот есть такой неприятный коврик, нам нужно присесть для того, чтобы не получить урон от шипов. Хочет Тиню получить триплшот, получает триплшот. Это нужно для следующего босса, наверное. Насколько я понимаю, в этом уровне нет бэкап креста, и поэтому использован был топор. Ну, это вообще не тот урон. Это не урон креста, далеко. Nicely done, taking care of Grakul with the whip and the axe. Moving on to stage 8, where this is all about rhythm, as a good portion of this level is designed to insta-kill you. We lovingly call this level Stage Hate. Yeah, and that's for good reason. Yeah.
The enemies actually are our friends in this case, as they're going to provide us with those iframes, which allow us to bypass certain things and jump over certain things. 8-й уровень, да. Это довольно-таки серьезный уровень. Здесь используется очень много дэмэдж-бустов, которые дают айфреймы, а не для того, чтобы двигаться немножко быстрее. И это довольно-таки сложный уровень для быстрого прохождения, для спидранинга. Figures were censored as well in the Americanized version, as some of the creatures were a little bit too Скинула с лестницы. Очень неприятно. Это очень серьезный уровень. Now, and thankfully you survived that damage cycle. Stage hate is scary. It is terrifying. If you get stuck in that damage cycle, it is very easy for you to get stuck in essentially a loop. Подняли Розари, которая ваншотает все на экране. Убили дракона сразу. Tinnue подняла мясо, чтобы отхилиться. Ну, это понятно. Так, подняла бэкап крест здесь и будет собирать трипл-шот опять, очевидно. Вот такой прыжок используется, это комната. Опять, все комнаты вот с такими дропами, они довольно-таки сложны в исполнении. This stage, before we get to Frankenstein, there is a bridge, which is essentially. Там скоро Вегас Бридж, парни. Вы готовы? Let's see how this goes. Оу, она подняла. Вау. Это очень неприятно. И Вегас Бридж. Ну, окей. Вау, окей, это было очень близко. Вау, это было нереально близко. Она случайно взяла кинжал вместо креста. Такое бывает. Потом Вегас Бридж, мост потроллил, задиспавнил блок в самом конце. И теперь нужно опять найти крест. Ну, точнее, взять бэкап крест. Они всегда на одних и тех же канделябрах спавнятся. И набить трипл-шот, опять-таки. Потому что, ну, на боссах, на последнем боссе и на других боссах это обязательное условие для прохождения быстрого. Окей, есть здесь в этой комнате есть бэкап крест. Вот он. И сейчас будут активно убиваться противники и свечи с помощью креста. Now, we're moving through stage 9, which is a beautiful stage. It's the Keep of Gold, where Dracula keeps all of his monies, but we're not interested in that. Simon has no need to stop and fill his pockets up with gold. Есть даблшот. Это хорошо. С этим уже можно работать, вот так я скажу. Трипл-шот как бы поприятнее, но с даблшотом можно уже убивать босса. As we can see here, moving over the dragon, past these coffins. Немножко не повезло, придется снизу пройтись. And we're going to step right on through this dragon so that we don't even slow down. We don't take any extra hits other than the one impact, and there's meat right after him, so it's perfectly safe.
И в этой комнате можно использовать агрессивные стратки, но Tinnue решила подождать еще один уровень блоков. Вот здесь используется damage boost от этих фаерболов. Абуз мяса пошел. Нормально, нормально. Ну, марафон бэкап, так скажем. Марафон сейфти стратка. Трипл шот есть, да. Yes, indeed, we have baby percent currently going on. Yeah, she really likes those Castlevania games. Absolutely, it's a fan. You have the best fan in your corner. И у нас здесь босс. Вот такая вот золотая летучая мышь. И это, кстати, босс, которого быстро убить, ну, почти невозможно. Прям быстро-быстро, и поэтому нужно... ну, как, одна из страток — это просто кнутом его забить, пока он не разделится на маленьких летучих мышей. Stage A is the necessary clock tower stage. Every single Super Castlevania game has had one. You also notice, by the way, the fantastic audio of this game. It is beautifully done. It is so attractive. And this Bloody Tears у нас сейчас будет в этом уровне. A lot of tricks are going to be used here, by the way, to shorten. Хорошая версия, кстати говоря. В скобочках все версии Bloody Tears, они очень даже. Oh, good boost there. Nicely done. Sometimes that can be a little scary as the skeletons that О, как мило. У них есть скелет, которого они назвали Ричардом. Настолько они его любят. Can cause you to wiggle one way or another and kind of mess up your inputs. That being said, about the teeth on the gears being sprites, this is where we're going to try to maybe do a little bit of a sprite. Да, сейчас будут пытаться сделать спрайт оверлоуд. Если у вас есть возможность заспавнить лишние спрайты на экране, вы сможете некоторых противников сзади спавнить. Here's an example of a quick ascent. We're going to be skipping through a good portion of this level. You're going to be taking advantage of where the rings are to pull yourself up through the level and essentially miss having to kill everybody. Let's see. Beautiful. Ой, хорошо. Получила damage boost. Не damage, ну, она получила урон для того, чтобы получить эйффреймы, для того, чтобы была возможность зацепиться за кольцо и улететь вверх. И в это же время не получить урон от дракона костяного. Moving into the final part of the stage of Stage A, where we have the mummy who waits atop the clock tower. The mummy... И сейчас будет босс Мумия. Мумия — это самый рандомный босс в этой игре. В идеале вы хотите один цикл, потому что Мумия может делать такую штуку, она просто вот сделает так, да, пустит свои бинты и зареспавнится с другой стороны. В идеале вы хотите один цикл, очевидно. Но это рандом. Nicely done on the mummy. Into the final stage, Stage B, where there is indeed the trial that waits before her. It's a boss rush, everybody. We love a boss rush. There is the three bosses, Slagra, Gaibon, and Так, я сейчас посмотрю, что я могу сделать. Окей, там
Дака, видимо, немножко что-то пофиксил, я специально немножко отставал. Опять-таки комната с дропом. В этом уровне будет такой небольшой своего рода босс-раш. Здесь будет сразу 3 босса идти к ряду. It's into the pit we go, which I'm pretty sure anyone who's played Super Castlevania 4 and a casual run has experienced themselves. Да, комната с диском, который двигается вверх и ваншотнет вас, если вы получите от него урон. Коснетесь его, если быть точнее. That stair there was a little bit of a hesitation. The jumps are very tight as you want to optimize when you're letting go of the staircase, but sometimes if you stick to the staircase, your input just doesn't go through, you don't let go of the steps, and you stand there and you do not have much time on these steps. Nicely done, making the way through them and onto the platforms. We're gonna, just before Slugger, we're going to have some time here on these moving platforms for any donations, if you have any. Yeah, we have a $20 donation from Evil who says, Tin, you are the very best. We are very proud of you. Thanks a lot. And thank you for your donation, and thank you everyone for your donations. Please do keep them coming in. Yeah, thanks everybody for donating. You guys are all amazing for doing this. Keep it coming, guys. Keep it going. Let's get that chat hype. I want to see some hype in chat. Let's see some emotes. That being said, the platforms here are, да, платформы вот эти, которые вас ведут вверх, они ведут вас ровно в шипы, поэтому вы должны с умом их использовать. И сейчас будет босс Слогера. Слогера, потом Гайбон, а потом смерть. Прикольно, да? Звучит круто, я бы сказал. Да, в идеале вы хотите таймить, чтобы 3 креста было в его хитбоксе одновременно, но это нереально сложно, как вы можете видеть из-за механики слогры. Вот это Гайбон, босс полегче. Сейчас на второй фазе просто закидываем его крестами. На первой мы, в принципе, тоже его закидывали крестами. И Tinnue хорошо обработал их, в принципе. И сейчас мы пошли к смерти. Первый крест бросается для того, чтобы затаймить, когда бросить другие кресты. И она немножко зафейлила цикл в целом, но это очень хороший файт был по итогу. Ну и мы как бы выехали к Дракуле, к виновнику всего этого чуда. У нас есть крест, у нас есть сердца, у нас есть все для того, чтобы балдежно и быстро убить Дракулу. Aspect, narrative and musical. There's also a bunch of remasters that have been done by the community. I encourage you to check them out. But now Dracula, with his teleporting location ability and his head being the only thing that you can hit, good timing crosses and some whip overlap to do some damage and avoid the fireball. Он спавнит всякие вот такие фаерболы, которые летят у вас, которые вам нужно сбить. Потом он спавнит шарик, с которого летят проджектайлы и так далее, и так далее. И сейчас будет вторая фаза, в которой он делает вот такие вот столбы молний.
И как бы все, Дракула мертв. Дракула мертв, игра пройдена. Заверяю вас, 36 минут, где-то 40 секунд будет. Это хорошее время в этой игре. Очень даже хорошее. And time. The baby noises, I just can't. Oh god. Congratulations. Yes, even Baby Tin is indeed celebrating with us. Fantastic job. GG. Well run. And that, everybody, is Super Castlevania 4. Да, это очень хороший ран, учитывая одну смерть. Как я сказал, что-то в районе 35 минут без смертей — это норма. Это на самом деле не самое легкое время для получения. And if you miss that, it's a pretty huge time loss. As you've seen in stage 7, that's also one of the biggest parts to die. You lose your cross. Ну, Tinnue сильный раннер, как я уже говорил, она давно ранит Super Castlevania 4. Yeah, that's it from us, I guess. У нее есть понимание, она знает, где все бэкап-кроссы, и, собственно, очевидно, у нее получился очень хороший ран. The Castlevania speedruns wiki. The community is amazing. Please, guys, if you want to try this game. Были некоторые мемы с боссами, босс-файты проходили с некоторыми косяками, но в целом это очень солидный ран. Everybody's willing to help and push each other. There's no toxic people, not that I know of. So if you enjoy this game, if you want to run it, join us. We're always happy to welcome new people. Yeah. Thank you, ESA. Thank you, Tinnue and Nat, for that incredible run. We had one final donation at the end from Nero Hill, $15, who just says, "Go Tin, go Tin." And shout out as well to Baby Tin for bringing the hype at the end. Thank you for that amazing run, though. We're going to head straight into a break and get our next run ready. Ahmad is going to be with us running Mega Man 11. Don't go anywhere. We are going to be right back. Good luck, Ahmad, with your run. Thank you. Have you checked out speedrunstore.com yet? Ну и вот такая вот Super Castlevania 4.